Слава Украине, привет всем от Полонского. Ребята, новый пакет немецкой военной помощи. В то время как американцы, хотя, американцы же тоже уже начали кое-что передавать, вы прекрасно знаете. Правда, не передавать, а продавать, но окей, хотя бы так. Там был уже один пакет на 50 миллионов долларов, потом второй по авиации на 310 миллионов. То есть, ну, сдвинулось с места хотя бы при Трампе что-то, окей. Поэтому молчу сейчас, да. Но про Германию тут интересно. Значит, на этот год запланировано более 7 миллиардов евро помощи Украине. И вот пришел очередной пакет от немцев. Не успел Мерц прийти к власти, как пришел этот пакет. Ну, давайте сразу скажем честно, этот пакет формировался еще при Шольце, первый момент, а второй при Мерце остался тот же самый министр обороны, который был при Шольце, то есть Писториус, поэтому ожидать каких-то клинических изменений или категорических, да, не стоит абсолютно, кроме Таурусов. Потому что Мерц Тауруса обещал и вроде как подтверждал. Поэтому, ну, не будем каркать, посмотрим. Вот, так что давайте, что в этом пакете, быстренько пробежим, потому что это действительно очень важно. Немецкая техника ничуть не хуже, иногда и лучше американской. Итак, боевые бронированные машины, 66 МРАПов. МРАПы это броневики, ну, фактически бронетранспортеры, хотя некоторые используются, ну, и в качестве БМП тоже. Но чем они отличаются? Они отличаются V-образной формой днища, то есть если под ними взрывается мина, то экипаж внутри остается цел. Да, 66 таких МРАПов. Наши на них в атаку ходят, кстати. Это машина уровня Брэдли или же Max X Pro, вот так вот. Хорошая машина. Дальше. Боеприпасы для основных боевых танков Леопард-2. Ну, это постоянно нужно, это расходник. По противовоздушной обороне. 4 оборонительные машины Диль Defense, 38 тысяч зенитных боеприпасов Гепард. Ну, это зенитные эти пушки, танки, извините. 38 тысяч боеприпасов к Гепардам. Ракеты Ирис-Т. Ну, это постоянно нужны. Ирис-Т, что их отличает? Их отличает стопроцентная результативность при сбитии тех же самых, например, крылатых ракет. 100%. Количество пусков равняется количеству сбитых ракет. Я не знаю, какой еще комплекс ПВО дает такой результат. Дальше. Порте. Триколесные гаубицы Зюзана-2. Но это интересно. Кстати, одни из лучших гаубиц, которые у нас есть. У нас их довольно много, этих Зюзан. Значит, проект этот субсидируется Германией, Данией и Норвегией. Есть только одно небольшое но. Гаубица-то словацкая. Вот, и Фицо, как говорится, не преминул поехать на победобесие к Путину, в то же самое время продают нам гаубицы. Ну, вот как-то так. Это Фицо, да. Тут просто к вашему сведению, что это словацкие. Гаубицы очень хорошие. Дальше. 27 тысяч снарядов 155 миллиметровых. Это снаряды к основному натовскому калибру. У нас его много, в том числе эти же Зюзана-2. 1000 снарядов 122 миллиметровых. Это к старым советским пушкам. Ну, немцы хоть их тоже иногда передают. Дальше. Вот это важно. По дронам. 70 разведывательных беспилотников «Вектор». Изумительные по качеству беспилотники, по защищенности, по оптике. Просто замечательно. 150 боевых беспилотников HF-1. Это, как вам сказать, ну, по своему роду деятельности. Это боевой беспилотник камикадзе типа Ланцета российского, только летает дальше, чем Ланцет. Да. Этот километров на 80 может залететь. Вот, 150 штук. То есть, ну, такие как бы беспилотники используются по нормальным целям. Там, то есть, если нашли где-нибудь там какое-то средство ПВО или где-то танк в засаде, что-то такое, что стоит по нему лупануть нормально. Вот это как раз. То есть, это либо для чего-то большого, дорогого, либо для чего-то сильно бронированного. Так, 150 таких беспилотников, 10 наземных беспилотников. Ну, это используется для подвоза боеприпасов, для вывоза раненых. Прекрасно понимаете, что иногда машиной не подъедешь, а вот беспилотник. Или же для атаки тоже, да, ставится на него пулемет, он идет в атаку. Мы видели такое. Дальше. 26 Бергенпанцер-2 с запасными частями бронемашины.
Дальше. 4 машины разминирования. Винсент-1 с запчастями. Угу. 2 трала для разминирования. Ну, это железяка здоровенная. Цепляется перед танком или перед БМП или еще чем-нибудь. С тем, чтобы принимать на себя все мины и разминировать таким образом. Ну и куча защитного снаряжения и специального. Значит, там лазерные дальномеры, наземные радары наблюдения, инфракрасные бинокли, скутера для дайвинга. Ну, скутера используются спецназом. Пограничные транспортные средства. Вот, то есть различного рода такие вот вещи. Да, еще нужно сказать, что немцы вносят вот этот перелик, о котором я только что говорил, когда оно уже доставлено. Вот, они имеют такую моду. О, кстати, у нас тревога сейчас. Не знаю почему. Может дрон, может быть, сейчас я посмотрю, что тут пишут. Секундочку, я вам скажу. Тревога в Киеве, повітряна тривога. А чему тревога? Баллистичная загроза. Ну, как всегда. Запугивает шакаленыш. Крысеныш вот этот кремлевский, да? Вот, значит, что я еще? Да, немцы очень скрупулезны и вывешивают на сайте точный список того, что передали. Это не финны, которые, и не шведы, которые так вот это вот в общих чертах размазали что-то и сказали. Немцы все скрупулезненько вывесили на сайте, поэтому мы ничего никаких тайн не открываем, ничего этого не делаем, просто потому что любой желающий может зайти на сайт Министерства обороны Федеративной Республики Германии и посмотреть, что именно они уже передали в Украину, а что именно еще планируется к передаче. Ну, так у них положено, как говорится, у них гласность. Ну, как-то так. Спасибо.